В Украине заявляют о необходимости готовиться к новой войне с РФ. В польское небо врываются американские вертолеты. Путин делает заявление о Трампе и угрожает Западу. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Перемирие, большая пауза. Киев и Москва будут использовать затишье на фронте после мирных переговоров для подготовки к новым боевым действиям. Детали громкого заявления. Путин прогибается под американцев от ненависти до любви. 1 месяц. Кому и чем угрожает Кремль на этот раз? И чего хочет от США? Кадыров награждает членов экипажа самолета, который сбила РФ. Лукашенко собирается на переговоры в Москву, а в Китае масштабные соревнования по легкой атлетике среди роботов. Обзор важных событий. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Война является фактором выживания режима Путина, и это может продолжаться даже после смерти самого Путина, пока у власти в РФ будут находиться созданные им военно-политические элиты. В этом уверен глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он считает, что любое перемирие с Россией нужно воспринимать как паузу и напоминает о принципе «хочешь мира, готовься к войне». Поэтому даже если Киев и Москва заключат мирное соглашение, Украине нельзя бездействовать. Мы должны расширять ракетные программы и производство беспилотных летательных аппаратов, поскольку в численности живой силы мы уступаем противнику. Наш акцент на технологиях. Вероятно, потребуется дополнительная имплементация на уровне парламента. Например, заключение ряда договоров по безопасности с союзниками. В Украине сохранится максимальный количественный состав армии, который необходим стране для защиты ее интересов. Об этом заявил Зеленский. Он, в частности, пообещал при любых обстоятельствах сохранить такой состав. По мнению украинского президента, украинская армия лучшая и самая главная гарантия безопасности. РФ же требовала сокращения украинской армии до 85 тысяч военных на переговорах в Стамбуле. Кремль хотел, чтобы у Украины осталось 342 танка, 500 артиллерийских систем, а дальность украинских ракет не должна была превышать 40 километров. Напомню, что спецпосланник Уитков на прошлой неделе говорил, что Стамбульское соглашение может стать ориентиром для мирных договоренностей между Украиной и Россией. И все же, о чем Украина должна позаботиться в первую очередь, если боевые действия на фронте утихнут в рамках какого-то мирного соглашения? Об этом мы поговорили с военным экспертом, который непосредственно знает, как жить в стране, у которой противники под боком. При этом априори очевидно, что Россия более сильная страна в том плане, что у нее больше потенциал, я имею в виду с точки зрения личного состава и с точки зрения экономики. Значит, исходя из этого, необходимо готовить. Украина должна готовиться к войне. Качество, безусловно, важно, те или иные технологии. Однако и эта война показала, и вообще логика показывает, что немногочисленными высококачественными системами вооружений и боеприпасами ты войну не выигрываешь. И главное, подчеркиваю, самое главное, это многочисленная резервистская эффективная армия. Должна быть создана модель резервистской службы. Путин прогибается под США. Спустя лишь месяц после прихода Трампа в Белый дом американцы для Кремля стали партнерами, контакты с которыми вселяют надежду. Путин считает, что новая администрация прагматичная и имеет реальный взгляд на вещи. При этом Вашингтон, заявили в Москве, отказывается от многих стереотипов и правил. Путин даже стал защищать российско-американские отношения. Говорит, что этот диалог будет пытаться сорвать или скомпрометировать некая часть западных элит. Поэтому Россия угрожает спецслужбами и дипломатией. Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток. И пока Путин хвалил Трампа, Белый дом дал поддых. Медиа Кремля со ссылкой на Белый дом сообщили, что президент США продлил на год действие ряда санкций против России. Друзья, как вам такой круговорот событий? Куда и к чему движется мир? Как быстро забываются прежние обещания, угрозы и оскорбления? Поделитесь своей точкой зрения под этим видео.
Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Кадыров решил наградить выживших членов экипажа пассажирского самолета, по которому ударило российское ПВО в Чечне в декабре 2024 года. Лайнер азербайджанских авиалиний, следовавший по курсу Баку-Грозный, в итоге упал под Актау в Казахстане. Глава Чечни также заявил, что в память о жертвах авиакатастрофы в Грозном установят мемориальную плиту. Кроме того, Кадыров в своем телеграм-канале выразил соболезнования Алиеву и народу Азербайджана. Эта трагедия стала нашей общей болью. Мы искренне разделяем скорбь братского азербайджанского народа и молимся за души погибших. Напомню, Алиев неоднократно заявлял о том, что РФ пыталась замять дело. Президент Азербайджана требовал наказания виновных в авиакатастрофе и четко заявлял, что вина за падение самолета лежит на представителях России. Как вам идея Кадырова? Что думаете? Поделитесь своим мнением под этим видео. Украинская армия испытывает серьезный кадровый дефицит и сталкивается с новой угрозой со стороны Трампа. Его заявление, а также перегруппировка сил РФ, которые, вероятно, готовятся к новому наступлению, влияют на настроение среди украинских новобранцев, пишет The Economist. Авторы материала со ссылкой на американских чиновников уточняют, что единственный шанс Украины противостоять плохой сделке Трампа – это мобилизовать молодежь. Но с этим не согласны не только украинское правительство, которое просило у партнеров выделить достаточное количество оружия, но и военные, которые уже находятся на линии фронта. Предвидя давление Запада, Зеленский предложил программу добровольного набора для 18-24-летних. Она напоминает российскую схему, предлагая крупные бонусы за контракт, высокую зарплату, возможность уволиться через год. В Украине же уточняют, это не копия российской модели. Молодые новобранцы пройдут качественную подготовку, но и остановить российское наступление только живой силой невозможно, уверен бывший министр обороны Украины Загороднюк. О снижении мобилизационного возраста с 25 до 18 лет и об эффективности такой модели мы также поговорили с военным обозревателем из Израиля. В этой стране в основном на молодых людях лежит ответственность при наступлении сил противника. В Израиле, естественно, было бы абсолютно уму непостижима ситуация, если бы оказалось, что воюют лица только старше 25 лет, которых призывают там, которые идут добровольно в армию, либо призываются по мобилизации, а самая подходящая категория тех, кто в армии должен служить, не воюет, тем более в ситуации, когда в буквальном смысле страна в опасности, а со стороны, подчеркиваю, доводы, почему не приводятся, почему не призываются самые подходящие, мягко говоря, выглядят неубедительно, но это внутреннее дело Украины, украинскому руководству решать о том, что приоритетно, насколько страна в опасности и как эти проблемы решать. Лукашенко собирается в Москву для переговоров с Путиным. Этот визит состоится уже на следующей неделе, но перед этим самопровозглашенный президент Беларуси решил отнять хлеб у Пескова и на какое-то время стал пресс-секретарем Путина. В интервью американскому криптопредпринимателю и блогеру Марио Наффалю, который приехал в Минск, Лукашенко высказался и о позиции РФ касательно добычи Америкой редкоземельных металлов в Украине, а также о том, как Москва может реагировать на отправку миротворческих сил Европы также в Украину. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более, что руководство Европейского Союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимают очень агрессивную позицию в данный момент. Не знаю, удалось Трампу на переговорах с Макроном и Стармером склонить их в сторону мира и мирных переговоров, но вы видите, они занимают очень агрессивную позицию в отношении войны России и Украины. Американские вертолеты ворвутся в польское небо. Варшава решила защищать свое воздушное пространство ударными «Апачи» и подписала с США соглашение о поставках этих вертолетов. Польша потратит на это $300 миллионов. Польская пресса пишет, что лизинг вертолетов является временным решением, которое предотвращает возможную ситуацию, при которой старая техника будет выведена из эксплуатации, а новая еще не поступила на баланс. А вот поставки 96 заказанных для польской
армии вертолетов «Апачи» должны начаться только в 2028 году. В США же заявили, что подобное соглашение говорит о выдающемся уровне отношений между Варшавой и Вашингтоном, а также о том, как страны укрепляют восточный фланг НАТО. В реальности, которая иногда меняется очень динамично, есть постоянные вещи. Это польско-американский альянс, это польско-американская дружба. Это совместные инвестиции и безопасность. Польша — это пример, который очень часто приводится нашим союзникам и демонстрируется другим странам Европы. Министр обороны США Хексет в Брюсселе сказал: посмотрите на Польшу, они уже тратят почти 5% своего ВВП на вооружение. Это хороший пример того, что увеличение расходов на оборону просто возможно. Удар по аэропортам Германии наносят немцы. В Мюнхене, где находится второй по загруженности аэровокзал страны, настоящий хаос. Отменены 80% рейсов. Причина – масштабная забастовка на протяжении 27 и 28 февраля. Профсоюз Верди устроил 48-часовую акцию протеста, требуя лучших условий труда и повышения зарплат. В забастовке участвуют работники госслужб, наземного обслуживания и авиационной безопасности. На этой неделе под удар уже попали Дюссельдорф, Кёльн и Гамбург. Ассоциация аэропортов Германии заявила, что забастовки нарушили планы почти 300 тысяч пассажиров. Нынешняя забастовка продлится до вечера пятницы, но если переговоры не сдвинутся, Верди грозит новыми акциями протеста. Честно говоря, нет. Мне кажется, это стрельба из пушки по воробьям. Весь аэропорт парализован, что наносит удар по экономике. Должен быть другой способ решить эти вопросы. Я абсолютно не поддерживаю это. А как вам такие методы борьбы за повышение зарплаты и улучшение условий труда? Должны ли при этом страдать другие? Ответьте в комментариях. Игры будущего уже в этой реальности. Китай проводит уникальное мероприятие. Робопсы принимают участие в соревнованиях по легкой атлетике. Это первый турнир в рамках Всемирных игр профессионального мастерства роботов. Железные атлеты должны пробежать определенную дистанцию, преодолеть препятствия, выполнить спасательные задачи. В общем, победителем станет тот, кто достойно пройдет через огонь, воду и медные трубы. А уже весной в Китае пройдет первый забег, в котором роботы-гуманоиды будут бежать вместе с живыми людьми. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.